выплаты до 2000 евро владельцам отопления на мазуте и палетах. Я очень рад, что в ходе парламентской процедуры мы нашли решение для домохозяйств, которые не используют газ или централизованное отопление, заявил заместитель главы парламентской фракции СГПГ Матиас Мирш. Согласно документу, субсидии до 2000 евро на семью будут предоставляться из фонда помощи для альтернативных несетевых видов топлива с ретроактивным действием с 1 января. Всего на это запланировано 1,8 миллиардов евро. Всем привет, вы находитесь на канале Переселенец, и сегодня я вам об этом расскажу. Премьер-министр, президент земли Северной Рейн-Вестфалия Хендрик Вюс, премьер-министр Баварии Маркус Зёдер и лидер парламентской группы СДПГ Рольф Мюцених выступили с заявлением, в котором говорится о нарушении справедливости, когда домохозяйства с газовым и централизованным отоплением получают облегчение в виде единовременных выплат и ценовых тормозов, а пользователи альтернативных несетевых видов топлива нет. В ответ на критику парламентские группы светофорной коалиции согласовали шаги по исправлению ситуации, в результате чего потребители с системами отопления на мазуте, сжиженном газе, угле или палетах также могут рассчитывать на финансовое облегчение. Я очень рад, что в ходе парламентской процедуры мы нашли решение для домохозяйств, которые не используют газ или централизованное отопление, заявил заместитель главы парламентской фракции СДПГ Матиас Мирш. Финансирование в размере 1,8 миллиарда евро будет осуществляться из Фонда экономической стабилизации федерального правительства, в котором аккумулировано в общей сложности 200 миллиардов евро, предназначенных для различных энергетических пособий. Согласно документу, помощь будет предоставляться честным домохозяйствам из Фонда помощи для альтернативных несетевых видов топлива с ретроактивным действием с 1 января 2022 года по 1 декабря 2022 года. Распределение субсидий должны взять на себя земли. Как это они сделают, решение остается за ними. Представители парламентских фракций заявили, что земли будут следовать процедурам, применяемым со времен ковидной поддержки. Общая сумма должна быть разделена между землями в соответствии с Кёнигштайнер-Шлюссель. Верхний предел должен составлять 2000 евро на семью. Необходимым условием являются подтвержденные расходы на отопление, которые как минимум вдвое превышают расходы предыдущего года. В абсолютном выражении увеличение должно составлять 100 евро и более. Для получения помощи необходимо написать заявление и предоставить счет за топливо. В случае многоквартирных жилых домов это сделает арендодатель, который будет затем передавать помощь своим жильцам. Повышение цен также болезненно для мазута и палет. Анке Релингер, СДПГ министр-президент земли Саар, заявила во вторник, что помощь, решение которой было принято сейчас, устранит дисбаланс, возникший в результате предыдущего пакета. Хотя рост цен на мазут и палеты был не таким непомерным, как на газ, для многих он все равно оказался очень болезненным. В следующем году также начнет действовать тормоза цен на газ и электроэнергию. Соответствующий законопроект должен быть принят в Бундестаге в четверг. Положение вступает в силу 1 марта, но расчеты делаются ретроактивно с 1 января 2023 года. Решение по второй части помощи на этой неделе. После декабрьского авансового платежа за газ и централизованное отопление, взятого на себя государством, Бундестаг в четверг принимает решение по второй части, объявленной в конце сентября помощи, ценовому торможению, которое будет действовать с января 2023 года по апрель 2024 и выплачиваться домохозяйствам и предприятиям через поставщиков энергии с марта. Частные потребители и предприятия получат 80% от прежнего потребления газа по 12% за киловатт в час. Для электроэнергии предельная цена составляет 40 центов за киловатт в час. Разницу с оговоренной в контракте ценой оплачивает государство. Промышленные потребители получают 70% от своего прежнего потребления по субсидированным ценам. Спорный момент последних недель, а именно, могут ли компании, использующие тормоз цен на газ и электроэнергию, продолжать выплачивать бонусы и дивиденды, теперь также прояснен. Соответственно, компании, получающие государственную поддержку в размере более 25 миллионов евро, больше не могут увеличивать ранее согласованные выплаты. Ну и на этом все. Вот такая была сегодня новость. Свои мнения пишите в комментарии, что думаете по этому поводу. Не забывайте, что открыто спонсорство на этом канале. Все, кто хочет стать спонсором, вы можете нажать на кнопочку спонсорства под этим роликом и ознакомиться со всем предложенным там. Я вам всем желаю хорошего настроения, ставьте лайк этому ролику и всем пока.